Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Приглашаю сегодня связать вместе со мной вот такие туфельки. Я думаю, что они вам очень понравятся. И я начну вам рассказывать. Сейчас вы слышите, какой у меня голос. Немного он изменился, потому что я нахожусь на Мальте. У нас тут 300 дней в году солнечно, но я умудрилась простыть за 2 дня дождей. Ну ничего. Обязательно не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. И буду вам очень благодарна, если вы напишите пару слов в комментарии. Все материалы на моем канале для вас абсолютно бесплатны. Ну, а мы начинаем. Подошва у меня в этот раз такая вот необычная. Код S405, 36 размер. Но она явно на узкую ногу. Такая тоненькая у нее низкий бортик, но тем не менее ребристая подошва довольно такая непробиваемая. Пряжа Alizette Diva по цвету хорошо подходит к подошве, на 100 грамм 350 метров, 100% катон. Крючок буду использовать для вязания 2,5 миллиметра. Так как бортик в подошве абсолютно малюсенький, тут даже полсантиметра, наверное, всего, то привязываться к подошве я точно не буду, потому что пряжа будет у самой земли. Поэтому я буду вязать от стельки. И сейчас покажу. Сначала выкройку для стельки. Обычный лист бумаги чистый. Обвожу, вот так переворачиваю подошву по окружности. И затем вырежу эту стельку из бумаги. Теперь бумажную стельку вкладываю в саму подошву. И вот так прямо по окружности здесь продавливаю, для того, чтобы можно было точно ее вложить потом в подошву. Вот так продавим и вырезаем, обрезаем лишнее. Еще ручкой пройдусь, чтобы хорошо видно было, где резать, чтобы не обрезать лишнего. И вот теперь обрезанная подошва уже, и из нее можно будет делать настоящую выкройку стельки. Вот так замеряем, чтобы она хорошо прилегала. И затем я беру лист кож-картона. У меня вот такой кож-картон. Где-то, наверное, толщина у него около 2 миллиметров. Вот это на стельку хороший кож-картон. Он, кстати, стирается хорошо, ведет себя отлично на обуви. Переношу выкройку вот сюда на кож-картон с изнаночной стороны. Вторую стельку надо будет вот так вырезать, перевернув ее, чтобы она на одну ногу не получилась. Ну, на этот лист не вместится, возьму следующий листок. И обязательно намечу, где у меня лицевая часть. Вот здесь лицевая сторона левой ноги, да, и лицевая сторона правой ноги. Надо обязательно пометить стельку, чтобы знать, как ее уложить на кож-картон, чтобы не было 2 одинаковых стельки, испорченный кож-картон. Теперь вырезаем из кож-картона. Вот так она должна входить в подошву, стелька, очень и очень плотно. То есть она не должна выскакивать из подошвы, плотненько. Еще будет обвязочка ее, она должна очень туго входить. По всей окружности я наметила точки. Здесь буду делать отверстия. Стелечка у меня маленькая, на узкую ножку, 36 размер, поэтому по полсантиметра между каждым отверстием достаточно. Делаю отверстие таким дыроколом и просто продавливаю самым маленьким диаметром дырокола, продавливаю отверстие по намеченным дырочкам. И если у вас, вот, например, нет дырокола, вы не можете им проколоть, тогда просто ложите деревянную дощечку, на нее кладете стельку, берете гвоздик и молоток и просто пробиваете такие отверстия вот гвоздиком и молоточком. Ну, а теперь стельку надо обвязать. Для обвязки располагаем стельку лицевой стороной к себе.
То есть изнаночная будет приклеиваться к подошве, а лицевая к себе. И начинаем вязать. Я вот начинаю вот здесь с закругления пятки, потому что потом сделаю установочные ряды и начну вязать сразу пятку. Вот отсюда я начинаю делать обвязку. В каждое отверстие по 2 столбика без накида по всей окружности, держа вот лицевой стороной к себе. Не изнаночной, а лицевой, это важно. Потому что при вязании у нас будет получаться такой бортик. Она будет стоять сюда, куда надо. Вот такой бортик у нас получается. Когда мы вставим стелечку в подошву, вот этот бортик, он будет идти наверх. Заканчиваем ряд, последние столбики в последнее отверстие, и затем в первую петлю, с которой мы начинали, туда мы делаем соединительный столбик и воздушную петлю подъема для следующего ряда. Теперь вязание разворачиваем и начинаем вязать уже по лицевой стороне. Это вот у нас лицевая сторона. Делаем первый установочный ряд. От начала и до конца ряда вяжем столбиками без накида. Заканчиваем ряд, последние столбики провязываем. И затем опять, как в предыдущем ряду, в первую петлю, с которой начинали, вяжем соединительный столбик и воздушную петлю подъема. Ну вот, а теперь мы можем эту стелечку приклеить к подошве. Сейчас мы это и сделаем. Примеряем, проверяем, чтобы все хорошо, плотно входила стелька, прилегала. И подготовим подошву. Подошва должна быть чистая, сухая. Стелька тоже чистая, сухая. И берем клей обувной. Вот я использую вот такой полиуретановый Дисмокол. Это специально клей для обуви. Наношу клей на подошву, наношу клей на стельку, смазываю, потом прикладываю стельку к подошве, прижимаю и чем-то тяжелым желательно прижать и оставляю на час-полтора, чтобы клей схватился. Когда клей высох, уже можно не волноваться. Он будет держаться очень хорошо, и его просто даже не оторвешь стельку от подошвы. Теперь продолжаем вязать. Вяжем теперь, будем вывязывать пяточку, намечаем вот отсюда начало и намечаем с той стороны, ставим маркер. Первый ряд будет от начала вот и до маркера, это будет до закругления. Вяжем
короткими и длинными столбиками вперемешку. Это столбик без накида, но один столбик вяжем из петли предыдущего ряда, а второй столбик вяжем из петли на ряд ниже. Снова из петли предыдущего ряда, из петли на ряд ниже. Вяжем вот так, чередуя до маркера. Когда доходим до маркера, последнюю петлю переставляем на маркер, нить возвращаем в начало ряда и отступаем вперед 4 петли, в пятую начинаем ряд вязать. Вяжем то же самое, чередуя длинные короткие столбики, но уже в шахматном порядке. Там, где у нас был длинный столбик, вяжем над ним короткий, там, где был короткий, над ним вяжем длинный. Вяжем снова до маркера. Провязали последние петли, переставляем с маркера петлю на крючок и вместе вот с этими петлями провязываем дополнительный столбик с той стороны, столбик без накида и еще 4 столбика. Вот берем дополнительную петлю, провязываем все вместе столбиком без накида. И потом провязываем еще 4 столбика без накида. Тогда последнюю петлю переставляем на маркер. А нить снова вернем в начало ряда. Теперь снова от первой петли отсчитываем 4 петли вперед, в пятую начинаем вязать. И будем вязать опять по рисунку длинными короткими столбиками, чередуя их в шахматном порядке до маркера на той стороне.
Доходим до маркера, потом с маркера петлю снимаем на крючок, и вместе с этой петлей провязываем дополнительную петлю еще 4 столбика. Потом возвращаем петлю снова в начало ряда, отступаем 4 петли, в пятую начинаем ряд, вяжем снова до маркера, опять забираем с маркера и так далее, и двигаемся вот такими рядами вперед, вот сюда, где-то уже на закругление переда будем останавливаться. Вот таких рядов я провязала 8. И теперь будем вязать уже дальше по кругу. Вязать будем теперь не узором, а просто столбиками без накида. Начиная вот от маркера, по переду идем назад и снова вяжем вот таких 4 ряда. Просто столбиками без накида по кругу. Вот провязали 4 ряда, можно было, конечно, их пройти и вот так же по рисунку, но я думаю, что так будет смотреться просто нежнее. Тем более у нас такая узенькая тут подошва, ножка. Вот, и теперь мы заканчиваем ряд. Вот здесь мы сбоку начинали его, где у нас было начало, туда же доходим. И тут заканчиваем ряд 2 соединительными столбиками. После этого мы сможем уже нить обрезать. Бортик готов. Теперь переходим к вязанию носовой части. Здесь я хочу поставить мотив, и поэтому начнем с него. Набираем цепочку из 4 воздушных петель и заводим их в круг соединительным столбиком. Три воздушные петли, делаем накид, и вот в этот круг из 4 воздушных петель провязываем еще 15 столбиков с одним накидом. Всего будет 16 столбиков с одним накидом. Заканчиваем ряд соединительным столбиком в первую петлю, затем 3 воздушные петли
И в следующую петлю столбик с одним накидом. Вот этот конец нити, который мы вязали, лишний обрежем, чтобы он не мешал. Теперь в следующую петлю столбик с одним накидом. Три воздушные петли. В следующую петлю столбик с одним накидом. В следующую петлю столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. В следующие 2 петли по столбику с одним накидом. И продолжаем до конца ряда. 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. Провязываем так по всему кругу. В конце ряда 3 воздушные петли, и в третью петлю первого столбика соединительный столбик. Следующий ряд 1 воздушная петля, затем вот сюда, вот под эту вот столбик, под этот вяжем 5 столбиков с одним накидом. Теперь под второй столбик из этой пары вяжем тоже 5 столбиков с одним накидом. Мы провязали под второй столбик, а теперь под первый. И вот так разворачиваемся, получается лепесточек. Теперь под 3 воздушные петли, которые у нас есть, вот тут вяжем 4 столбика с одним накидом. Три воздушные петли, и возвращаемся в основание этих 3 воздушных петель, провязываем соединительный столбик, как бы соединяем их, и вяжем сюда же еще 4 столбика с одним накидом под эти 3 воздушные петли. Вот у нас получаются такие вот лепесточки. Под каждую пару вяжем по 6 столбиков с одним накидом, а под 3 воздушные петли вяжем 4 столбика,
Потом делаем 3 воздушные петли, завязываем их как бы в узелок и еще 4 столбика. Потом снова под столбик сюда, под следующий столбик и под 3 воздушные петли опять делаем 8 столбиков, между ними вот такой 3 воздушные петли как бы в узелочек. Довязываем так до конца ряда. В конце ряда вот сюда в основании этих лепестков соединяем соединительным столбиком последнюю петлю. 3 воздушные петли вяжем и эту цепочку соединяем вот с этим пике. Снова 3 воздушные петли. И теперь вот в основании этого лепесточка столбик с одним накидом. Три воздушные петли, соединительный столбик в основании пике. Три воздушных петли, столбик с одним накидом в основании лепесточка. Продолжаем вязать так весь ряд. В конце ряда вяжем 3 воздушные петли, столбик с одним накидом в основании лепесточка, затем 3 воздушных петли и соединительный столбик в пике. Остаются последние 3 воздушные петли. Заканчиваем ряд. Столбик с одним накидом и соединительный столбик с цепочкой из воздушных петель. Теперь под каждую цепочку из воздушных петель 5 обычных столбиков без накида. Продолжаем до конца ряда. В конце соединительный столбик, нить обрезаем, прячем ее в вязание. А теперь принимаемся за перед. Значит, у нас мотив готов. Мы его будем прикреплять вот сюда, на каком-то расстоянии от носка, поэтому сначала мы провяжем небольшой носочек, а потом прикрепим уже сюда этот мотив. От центральной петли отсчитываем 3 петли, в четвертую начинаем вязать. Вяжем полустолбиками. Провязываем первые 7 петель полустолбиками в каждую петлю.
седьмую петлю обычным столбиком без накида и еще одну петлю соединительным столбиком. Разворачиваемся на изнаночную сторону, изнаночный ряд вяжем столбиками без накида в каждую петлю до конца ряда. Начинаем вязать со второй петли от крючка. Здесь у нас уже будет на одну петлю больше в этом ряду. Провязываем здесь все петли, которые у нас есть, и потом после последней петли заводим крючок с лицевой стороны и провязываем таким образом 2 соединительных столбика. Разворачиваемся на лицевую сторону и лицевой ряд вяжем опять полустолбиками в каждую петлю, начиная со второй петли от крючка. В конце ряда провязываем последний полустолбик, затем следующую петлю после последней провязываем столбик без накида и 1 соединительный столбик. Разворачиваемся снова на изнаночную сторону и вяжем столбики без накида по изнаночной стороне. Таким образом нам нужно провязать всего 6 рядов. В конце каждого изнаночного ряда вяжем 2 соединительных столбика, заводя крючок с лицевой стороны. В конце каждого лицевого ряда вяжем столбик без накида просто в конце и 1 соединительный столбик. Провязали когда 6 рядов, эту нить мы обрезаем, потом спрячем ее в вязание. И теперь сюда будем присоединять вот этот мотив. Берем вот любой столбик на мотиве и прикрепляем его к середине вот этого переда носка. А присоединять его буду соединительными столбиками. Сначала одну сторону присоединю, а потом другую. Вот таким образом беру одну петлю здесь на изделии и одну петлю на мотиве и вместе соединительным столбиком их соединяю.
Вяжу вот сюда до этого угла, а потом с того угла вот также параллельно отсчитаем, сколько тут петель, и провяжу назад сюда до центра, точно так же соединительными столбиками. Вот у меня получилось тут 6 таких вот столбиков с накидом, которые 6 секций. На той стороне точно так же 6 секций. И количество петель, которое соответствует на изделии, посчитаю и провяжу в обратном порядке. А когда мотив присоединила, теперь продолжаю вязать уже по боку изделия. Теперь надо будет обвязать верх и перед вместе круговыми рядами, столбиками без накида. Буду просто вязать по кругу. Провяжу всего 4 ряда, думаю, что этого будет достаточно. Угловые петли, вот где мотив соединяется перед с боковыми частями, здесь надо будет угловые петли пропускать, чтобы получился плавный переход, и затем сделаю обвязку. Сейчас еще обязательно покажу вам угол, как привязывается. Вот доходим до угла, довязываем здесь все петли на боковой части. И вот эту последнюю петлю пропускаем и привязываемся сразу к мотиву. Дальше вяжем по мотиву, тоже столбиками без накида. И так по кругу 4 ряда провязываем. Ну вот и все, изделие закончено. Верх я обвязала рачьим шагом, к сожалению, не получилась у меня эта запись. И вот изделие уже. Скажу вам честно, вот это, наверное, первая пара, от которой я не в восторге. Очень хотелось бы услышать ваше мнение, но меня вот просто разочаровал этот узкий, эта подошва узкая, меня разочаровала вообще эта моделька. Не знаю, она мне не получилась, мне кажется. Так что, если у вас есть свое фи, пожалуйста, пишите в комментариях. Итак, друзья, если это видео вам понравилось по какой-то причине, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться на мой канал. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях, пишите. Я буду вам очень благодарна за любые слова, за хорошие или за отрицательное мнение, пишите. Ну а я вам желаю ровных петелек и до новых встреч!